Сегодня 22 июня 2023 года. Тот день, когда я написал этот сценарий. На самом деле это видео напрашивалось, и сейчас я понимаю, что мысль о нем крутилась в голове у меня довольно давно. Но все это время она не находила какого-то логического завершения, какого-то выхода. Ей нужен был какой-то триггер. Для меня этим самым триггером стало обновление Java 21, когда и так всем очевидное даже перестали скрывать. Но обо всем по порядку. Я построил это видео так, что по ходу повествования я буду давать тебе различные как бы углы одного пазла. И в конце все это должно сложиться в полноценную картину. Поэтому я бы попросил тебя писать свой гневный комментарий либо только когда досмотришь видео, либо писать его по ходу всего видео, дополняя и расширяя написанное по ходу просмотра. А когда досмотришь, отправить его, если ты все еще будешь уверен в том, что написал. Я читаю все комментарии и постараюсь ответить каждому. Привет, меня зовут Денис, видео заняло реально много времени, так что поставь лайк, приятного просмотра. Сначала небольшой экскурс в историю Java, потому что без нее твой пазл будет неполным. Как и все нереально крутые языки программирования, Java появилась тогда, когда не было ни веба, ни андроида. А программисты не получали 200 тысяч рублей в месяц и вместо латте на миндальном молоке нюхали, как плавится их процессор, когда они запускают программу подсчета факториала на своем компактном компьютере в шкафу. Ладно, 96-й год был не так давно, да и в кружке у меня вода, а не кофе. Хотя, по правде сказать, в ней вообще ничего нет. И зачем она мне тогда нужна? Да, куда-нибудь сюда ее поставлю, чтобы в кадре видно не было. Изначально язык задумывался как инструмент создания программного обеспечения под телевизоры, но оказался слишком крут и быстро стал языком для программирования кроссплатформенных приложений. Кстати, как и во всех крутых языках программирования, название этому было дано в честь острова. Ставь лайк, если знаешь, о каком языке мы сегодня поговорим, и название которому тоже было дано в честь острова. Первая версия Java, названная JDK 1.0, была выпущена в январе 1996 года. Фурор она не произвела, потому что 1996 год это не 2023. Всем по большей части было плевать на программистов и их дела. А так как очередной волны коронавируса не предвиделось, то и переучиваться на айтишника бежать тоже никто не стал. Как я уже сказал, по большей части всем было похер. После этого Java начала активно развиваться. В следующие 15 лет она выросла в огромную поддерживаемую экосистему. От нее зависело уже все. На ней писали Android-приложения, веб-приложения. Вам этого мало? Это уже 90% всего того, чем пользуется современный пользователь. Единственная попытка помешать гегемонии Java была в 2007 году, когда Microsoft выпустили в свет свой язык C#. Никто не делал тайны из того, что он создается как прямой конкурент Java и пытается заменить ее. Не буду, пожалуй, судить о том, насколько у него это получилось или не получилось, потому что тогда той части моей аудитории, которая пишет на этом замечательном языке, станет, скорее всего, обидно, и они выйдут с этого видео, уменьшив мне тем самым статистику по среднему времени просмотра. Но вот 2011 год. Компания JetBrains, которая являлась автором одних из самых, если не самых используемых, функциональных и удобных для бизнеса IDE в мире, которые по совместительству написаны на Java, внезапно решила, что Java-то не самое лучшее решение для быстрой и удобной работы. Да, блять, сейчас мне молодые пользователи Vim пояснят за самые лучшие IDE в комментариях. Так вот, несколько сотрудников компании предложили начальству проект языка, который также в будущем будет иметь имя в честь острова – Kotlin. Язык создавался в первую очередь для удобства работы вот самой компании JetBrains, чтобы от идеи до реализации программиста отделяло как можно меньшее количество строк. В язык закладываются идеи полной совместимости с Java, дабы уже готовый код переносить на новый язык было не так болезненно. Проект оказался настолько удачным, что Google после релиза Kotlin в 2016 сделали на него ставку, адаптировав Android SDK так, чтобы с Kotlin в нем было работать в разы удобнее, и позже разработав фреймворк для написания фронтенда, который работает только на Kotlin и не работает на Java. Вдобавок Google перенес почти всю документацию на Kotlin и максимально мотивировал переходить всех Android-разработчиков именно на него, путем интегрирования фреймворк-структур, которые банально не работают в Java. И в этот момент с разработчиками Java случилось что-то невообразимое. Поняв, что их язык проигрывает языку, который еще недавно использовался в рамках одной компании, они начали активно выпускать обновления. Вот вам статистика для сравнения. До 2017 года обновления Java выпускались примерно раз в 3 года.
После этой отметки такого водораздела обновления начали штамповаться каждые полгода. Ну ладно, вопросов нет, как говорится, каждый кодит как хочет. Но давайте же посмотрим на то, что добавлялось в Java все эти обновления. Вот, например, Java SE 10, первый JEP 286, определение типов. А вот Java SE 12, переработка switch. А вот Java 13, добавление записи, изменение структуры каста через инстансов, доработка switch, паттерн матчинг. И этот список можно продолжать почти бесконечно. List of, форматирование строк, записи, запечатанные интерфейсы, встроенные классы, текст-блоки. И это я только начал. Знаете, что объединяет эти и другие фичи? Это чистейшее, беспринципное копирование тех фич, за которые Kotlin так полюбили разработчики. Хочется отдельно выделить Java 21, о которой я говорил в самом начале этого видео. С самого начала, с самых истоков Java, она позиционировалась как язык, который существует неразрывно с ООП. В Java 21 разработчики планируют представить фичу, благодаря которой можно будет создавать функции за пределами класса. Что это? Шаг в сторону от принципов или же прощупывание почвы под Jetpack Compose? Конечно, Jetpack Compose это гораздо большее, чем просто функции вне классов. Но кто знает, может быть скоро в Java и точки с запятой можно будет не ставить. Да, заимствование фич из одного языка другим это нормальный процесс. Никто не патентовал switch со скобками, никто не патентовал определение типов. Так в чем же проблема? Проблема, мой дорогой друг, в копировании. Проблема в том, что разработчики Java не стремились развивать язык, пока не почувствовали конкуренцию в лице Kotlin. Kotlin и Java это языки, которые работают на одной виртуальной машине. То есть по факту они являются разной оберткой одного и того же функционала. Kotlin компилируется в Java, Java компилируется в Kotlin. И когда Kotlin получил успех, перед Java разработчиками открылись два пути. Свести все к копированию и попыткам вернуть разработчиков на Java, или же пойти по другому пути, чтобы улучшить язык. Сделать так, чтобы он был вообще про другое. Чтобы с Kotlin он никакому сравнению не подлежал. Чтобы где-то более выгодно было использовать Java, где-то более выгодно можно было бы использовать Kotlin. И это позволяет функционал. Ты же можешь писать один проект на Java и на Kotlin. Какие-то классы на Java, какие-то классы на Kotlin. И это позволяет функционал JVM. Эти классы будут полностью совместимы. То есть идея была в том, чтобы сделать, чтобы у каждого языка была своя область применения. Что же Java разработчики выбрали в итоге? Вопрос риторический. Я оставлю ссылку в описании на историю обновлений Java. Я думаю, что интересующиеся люди пройдут по ней и увидят, как легким движением руки Java все с каждым обновлением превращалась в остров рядом с Санкт-Петербургом. Вот так язык, на котором я рос, с которого начался мой путь в серьезную коммерческую разработку, который в свое время будоражил сознание тем, что написав приложение на нем, разработчик сможет запустить это приложение на любой платформе, был уничтожен. Уничтожен потому, что избрал путь наименьшего сопротивления и вместо развития просто плыл по течению реки, русло которой прокладывал другой. И вот результат. Не знаю, кто еще пишет на Java, ведь Kotlin создавался, чтобы разработчики могли максимально просто и быстро реализовать требуемый функционал, чтобы они могли потратить на это минимальное количество строк. Одновременно язык поддерживает функциональную парадигму, хоть и не соответствует чистому функциональному стилю. Jetpack Compose тому отличное подтверждение. Нет, вы не подумайте, я люблю Java, но у меня складывается все более стойкое ощущение, что Kotlin-то он во всем лучше. И вот мы дошли до того момента. До момента, когда стоило бы остановиться. Все, кто хотел получить простые ответы, они их получили. Вы узнали, почему Kotlin лучше, чем Java. Ну, казалось бы. Ну и что тут еще сказать? О чем ты хочешь поговорить? Почему у тебя видео-то длиннее? Вот тут-то стоило бы и закончить. Вроде и так все понятно. Просто понимаете, я хотел разделить видео на две части. Для тех людей, которым нужны простые ответы, они их уже получили. Но сейчас начнется часть видео для людей, которые хотят смотреть глубже, которые хотят видеть больше, чем им показывают на поверхности. Разбирать не следствие, а причины происходящего. А ведь после того, что я тебе рассказал, у тебя должно было появиться больше вопросов, чем ответов. Почему Google пошли на риск, переходя с того, что уже работало, на Kotlin? Зачем переносить целую огромную технологию на неизвестный никому язык? Что вообще значит, что один язык во всем лучше другого? И как вообще так сложилось, что ноунейм язык стал лучше того, что буквально
буквально создавалась десятилетиями. Как говорится, если ветер дует, значит это кому-то надо. Если что, эта фраза означает, что все в этом мире происходит с позволения больших дядек с не менее большими бабками. Другими словами, корень всего – это экономика. Все в нашем мире – война, победы, поражения, зарождение чего-то нового – все происходит с подачи того, у кого много денег, если ему это выгодно. А когда в такой крупной индустрии, как IT-разработка, появляется язык настолько великолепный, это явно указывает на то, что за ним стоит тот, у кого не просто много денег, а неприлично много денег. Да, конечно, JetBrains большая компания, но провернуть такое, будем откровенны, увы, не способна. Вот тут-то мы с вами плавно и переходим к конфликту Гугла с разработчиками Java. А точнее, не с разработчиками Java, а с ее издателями, которых представляет компания Oracle. Когда Google купила Android, да-да, вы не ослышались, именно купила. Вообще многое в нашем мире так работает. Большие компании зачастую ничего не пишут с нуля, а лишь покупают какие-то удачные перспективные разработки. То есть вот, например, мелкая компания создала какой-то продукт, который выстрелил на рынке и стал популярным. И вот эту мелкую компанию поглощает какая-то другая большая компания, как, например, Google. Так произошло с YouTube, на котором, я надеюсь, вы смотрите это видео. Ну и также случилось с Android, который Google купили как перспективную разработку. Android оказался очень успешным продуктом. Шутка ли, сейчас 70% всех смартфонов используют Android как операционную систему. И вот после того, как Android получил этот самый успех, разработчики Java, а точнее ее издатели, подумали, а что это там Google, не офигели ли они часом? Рубят они, значит, бабки на успешные технологии, а с нами, на секундочку, издателями языка, на котором написана эта технология, и не делятся. И подали они на них, значит, в суд. Хотя уверен, что перед тем, как подать в суд, были переговоры, очень длительные переговоры, которые, видимо, не увенчались успехом. Может быть, уверен, что никто в таких делах сразу в суд не ходит. Сначала идут длительные переговоры. Это как при аварии. Зачем вызывать гаишников, если можно перекинуть бабки между собой? А то еще и им платить придется. Так, что-то меня понесло. Но я думаю, ты уловил идею того, как это все происходит. И вот сидят, значит, Google и думают, что же нам делать? Вот сейчас мы выиграем суд. А что дальше? Они же пойдут в другой суд. И там опять лотерея. Да и размер компенсации увеличится соразмерно расходом на этот суд, если Oracle все же выиграют, а они, будем откровенны, когда-нибудь да выиграют. И вот тут на сцену выходит Kotlin. Язык, который технически способен заменить весь код на Java, то есть проблем с портом уже готового кода на Kotlin не будет. Вдобавок его владельцами являются не Oracle, а наоборот, разработчики активно развивают язык. То есть, по сути, это идеальная замена Java в случае невозможности ее использования. Да, компания идет на риск, но этот риск может оправдаться, и компания получит в свой инструментарий язык программирования, вектор развития которого они фактически задают сами. Да, конечно, формально владельцами Kotlin являются JetBrains. Но вы же понимаете, что развитие языка JetBrains делают не потому, что они такие все хорошие, до мозга костей альтруисты и хотят развивать мир программирования. Конечно же, это контракт на многие-многие миллиарды долларов. И фактически Google под угрозой разрыва этого контракта могут диктовать JetBrains свои условия, ну или как минимум продвигать какие-то свои инициативы, чтобы развивать Kotlin так, чтобы удобно было развивать Android, так как они видят развитие Android. Jetpack Compose, которым я тебя уже, наверное, задолбал, не даст соврать. Так уж сложилось, сложно говорить о Kotlin в отрыве от Jetpack. И вот Google заключают контракт на разработку языка, определяя, по сути, самостоятельно его вектор развития и выбирая его так, как им это выгодно. Ну и в комплекте получают, так сказать, отделение от Oracle и полную от них независимость. Вот вам и ответ на вопрос, кому надо, чтобы ветер дул от Java к Kotlin. Вот почему он и стал настолько лучше Java, ведь денег, я уверен, Google на его разработку не жалели. И надо признать, их вложения полностью окупились. Ведь мы получили язык, вытеснивший Java не только из Android. Сейчас, по сути, Kotlin вполне способен вытеснить ее вообще отовсюду. Например, даже несмотря на то, что на Kotlin можно использовать любые Java технологии, сейчас активно развиваются всякие специализированные технологии конкретно под Kotlin. Например, тот же самый Ktor для разработки веб-приложений. Также я слышал о проекте, который позволит создавать полноценные интерфейсы веб-приложений, то есть фронтенд, на Jetpack Compose. И это все не просто так. Комьюнити Kotlin с каждым днем пополняется все больше и больше Java разработчиками. Потому что, давай признаем, Kotlin это как Java, только лучше.
Жду вас в комментариях, чтобы разубедить меня в этом. Я знаю, многие попытаются. В конце концов, цель этого видео как раз и есть в том, чтобы создать здоровую дискуссию. Спасибо за просмотр, тут был Денис и, как всегда, старался объяснить сложные вещи простыми словами. На этом у меня все. Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся. Теперь, когда с моего видео вышла большая часть людей, которые пришли сюда просто за темой этого видео и остались только, так скажем, свои, поделюсь с вами небольшой информацией. До меня дошел довольно-таки... я почти уверен в этом инсайдере и уверен в этом человеке, который мне это сказал, что до конца года YouTube все-таки перестанет существовать, и, скорее всего, не только YouTube. Поэтому я на самом деле уже достаточно давно создал группу ВКонтакте. Я никак ее не пиарил, нигде не продвигал. Там сидит несколько человек, которые тупо ее нашли, или это какие-то люди, которым я о ней говорил. Суть в том, что теперь я вам рассказываю об этой группе. Вот тут QR-код появился. Можете переходить. Также ссылочка есть в описании. Переходите, подписывайтесь. Я туда буду дублировать весь контент. И это видео тоже выйдет там. Ставь лайк, если смотришь это именно там. В общем, это все, что я хотел вам сказать. Спасибо еще раз за просмотр. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Вы настоящий свой зритель, свой, так сказать, любимчик канала Бебро. Да, лайк не забудь поставить. Будет здорово.